финальной игре осенней серии против телезрителей играют учитель Александр Мосягин, психолог Анастасия Шутова, экономист Михаил Савченков, математик Сергей Николенко. Инженер Юрий Филиппов и капитан команды, четырехкратный обладатель «Хрустальной совы», магистр игры «Что, где, когда» Максим Поташов. Против команды Максима Поташова сегодня играют Елена Ленченкова-Находка, Виктория Рязанова-Королев, Николай Сущенко-Карабулак, Алексей Кудрявцев-Витебск, Сектор Блиц, Анна Шагойко-Аксай, супруги Красниковы-Уральск, Денис Овчинников-Саратов, Сектор Суперблиц, супруги Кочины-Зеленоград, Леора Матьева-Соликар, Андрей Колесников-Ливны, 13-й сектор. Финал осенних игр «Что, где, когда». Телезрители против знатоков. Игра до 6 очков. Счет пока 0-0. Первый раунд. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Добрый вечер, уважаемые знатоки. Господин Поташов, рад вас видеть. Добрый вечер. Вы не раз говорили мне, Максим, что ничего не помните. А я хочу вам напомнить. Вы играли в финалах 17 раз. Чаще всего зимой одержали 5 побед при 4 поражениях. В весенних финалах у вас личный счет 1-1, в летних 2-1. А вот осенью, Максим, вы играли 4 раза и всегда побеждали. С чем это связано? Что с вами происходит осенью? Поясните. Загадка, господин ведущий, не знаю. Не знаете. То есть вы не только не помните ничего, но и не знаете. Так. Я сюда пришел. Саратов. Да? Саратов. Против вас играет директор туристической фирмы Денис Овчинников из Саратова. Вопрос снят самим телезрителем. Внимание на экран. Здравствуйте, уважаемые знатоки. Этим летом мы с друзьями отправились в речной круиз по Волге. На нашем теплоходе много разных интересных мест. На одной из дверей я с удивлением обнаружил табличку с надписью «Другое место». Внимание, вопрос. Что же находится за этой дверью и почему это место так назвали? Перевести можем как-нибудь? Other place? Может, кто-то идет куда-то и говорит мне в другое место, его туда отправляют, а ему там что-то нужно. Что называется в одно место пойти? Знаете, всем надоедает все время. На корабле все время в одно и то же. Второе кафе. А это Второе кафе. Интрига какая? Второе кафе, понимаешь? А другое место у вас есть? Другая Вот, другое место. Он сказал, что там много Что бывает интересного. вообще на теплоходах? У нас дискотеки? Не может быть библиотека или кинозал. Вот ты идешь и оказываешься в другом Что месте. еще бывает у нас на теплоходах? Что угодно может быть. Развлекательные залы или да. Хорошо, давайте от одного места. Первое место. Попадаешь в другое место. Вот библиотека, кинозал, такая тема. Просто Зачем? Оно прям называется другое место. Как бы, Ты договариваешься с речью, когда туда это отправляют. другое Альтернатива место. обычному досугу, да? всего, что есть. Какая это может быть? какая-то интрига. Может, ты не знаешь. Просто место, где можно посидеть, Может быть, когда там надоедает во всех ничего остальных. нету, да? Что вот стенка другая. Итак, Ну, давайте я попробую. что же находится за этой дверью и почему это место так назвали? Ну, видимо, люди находятся на корабле, в круизе долгое время, в замкнутом практически пространстве. И им надоедают все те точки, где они могут провести время. Ну вот для того, чтобы у них было разнообразие, когда они спрашивают, а есть ли у вас еще какое-то другое место, вот есть еще такая комната, на которой прямо написано «другое место». Ваш ответ понятен. А теперь, внимание, правильный ответ. Вот Юрий Филиппов говорил, а какие еще места мы знаем. Вы говорили кинотеатр, да? Что еще? Какие вы еще места? Столовая, знаете. То есть вы всегда путешествуете взрослой компанией. Да? Нет. Не всегда. Скажите, а когда взрослые в ресторане или чем-то еще заняты,
Куда они чаще всего отправляют детей? В игровую комнату, да. Внимание на экран. Детям часто говорят: иди поиграй в другом месте. За этой дверью находится детская игровая комната. 1-0 в пользу телезрителей. 100 тысяч рублей от Альфа-банка получит Денис Овчинников из Саратова. Интересы знатоков защищает директор департамента коммуникаций госкорпорации «Росатом» Андрей Черемисинов. Добрый вечер, Андрей. Добрый вечер, господин ведущий. Серия эта получилась как никогда продолжительной. 6 игр. Скажите, вот по вашему ощущению, она осталась за знатоками, которые одержали 3 довольно легкие победы? Ну, по моему ощущению, господин ведущий, серия достается тому, кто выигрывает финальную игру. Предварительный счет здесь не так важен. Вот, например, весной финальную игру выиграли знатоки, серия за ними. Летом выиграли телезрители, серия за телезрителями. То есть вы считаете по финалам? Кто финал выиграл, тот и молодец. Чем закончится осенняя серия, мы скоро узнаем. Я надеюсь, что она закончится победой знатоков. А интересы телезрителей сегодня защищает главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский. Добрый вечер. Добрый вечер, господин Владимир, скажите, вам удается следить за перипетиями игры дома у телевизора? Почти всегда. Да? Владимир, признайтесь, вот когда никто не видит, вы все-таки за знатоков болеете? Господин ведущий, ну что вы так провоцируете? Нет, я всегда болею за телезрителей и желаю победы телезрителям, чтобы осенняя серия сегодня осталась за телезрителями, я тоже желаю. Господин Гиязов, добрый вечер. Добрый вечер. Вас сейчас никто не видит. Вы за кого болеете, когда вас никто не видит? Ну, конечно, за телезрителей. Второй раунд. Господин Савченков, первая игра в клубе вам явно удалась. И ваша команда крупно выиграла, обеспечив себе выход в финал. И вы были признаны лучшим игроком. Скажите, Михаил, сколько дней продлилось хорошее настроение, может быть, эйфория после первого успеха? Слушайте, ну и до сих пор, длится до сих пор. Вот главное, чтобы она продлилась и после этой игры, тогда вообще будет все удивительно. Но сегодня у вас тоже хорошее настроение, как после первой игры, или уже первый вопрос омрачил вам? Нет, сегодня отличное настроение. Мы так и начали в прошлый раз. Может быть, это даже к лучшему. 13-й сектор. Интернет против знатоков. В 13-й сектор сегодня поступило 15 444 вопроса, и сейчас компьютер выберет один из них. Против вас играет Вадим Борисович Аксарин из Верещагина, журналист. Внимание, вопрос. Придумал для вас загадку. Имеет дело со штанами и очень часто с рукавами. Но только это не портной. Так кто же этот наш герой? Пожарные какие-то трубы, вот которые, или сантехник, допустим, которые расходятся. А штаны? Это когда расходятся? Штаны, да. Гидрант какой-то. Ладно, хорошо, пожарные и для Смотрите, штаны и рукава в кавычках, да, то есть это не настоящие. А если это учитель, потому что рукава реки и штаны Пифагоровы, в географии нет штанов? Это разные предметы, не очень интересно. У самолета что-нибудь выпускается? Да. Еще какие бывают? Штаны, Где еще рукава, когда что-то расходится, правильно? Штаны какие-то. Что-то вот так вот, да. Штаны, рукава. Как туннели, разветвления. Там электропроводка какая-то так отходит, трубы какие-то, нет? Для ног, рукава для рук. Электропоезда ведут, вот у них есть электроскоростные штанами, не могут называться, как бы две стороны штаны. И рукава также вот ответвления. Дороги какие-то, может быть, нет? Регулировщик какой-то, нет? Вот туда-сюда. Поезда или трамвая, чего угодно, или с рельс. Итак, пора отвечать. Попробует ответить Сергей Николенко. Прошу вас, Сергей. Предположим, что это игрок в бильярд. Игрок в бильярд. Давайте посмотрим на экран. Внимание, правильный ответ. Пожарный. А вы, по-моему, говорили. Кто-то говорил пожарный, да? К сожалению, вы проиграли. 2-0. 2-0. И 100 тысяч рублей от Альфа-банка
получит Вадим Аксарин из Верещагина. Уважаемые телезрители, букмекерскую компанию «Винлайн» в клубе «Что, где, когда» представляет спортивный комментатор Денис Казанский. Добрый вечер, Денис. Добрый вечер, господин Вы ведущий. знаете, многие знатоки годами мечтают сыграть в финале. А новички нашего клуба Александр Мосягин и Михаил Савченков только в клубе 2 недели назад оказались и уже в финале. Как вы можете такое объяснить? Ну, наверное, для объяснения я бы вооружился бритвой Акама, ничего лишнего. Они в своей команде, они получают удовольствие от игры, у них хорошая химия за столом, соперник не навязал борьбы, поэтому все здесь, а они за зеркальным столом. Ну, может быть, и банально новичкам везет, ведь... Хотя в клубе «Что, где, когда» не всем новичкам везет, а вот в игре «Винлайн» везет новичкам всегда. Потому что при регистрации вам положен фрибет до 10 тысяч рублей. Это сейчас очень актуально, потому что на следующей неделе Лига чемпионов и решающие матчи в этом турнире. Поэтому это большой праздник футбола. Так что наслаждайтесь игрой, футболом, остальное за Винлайн. Благодарю вас, Денис. 3-й раунд. Господин Мосягин, итак, как вы можете объяснить столь бурное развитие вашей карьеры знатока? То есть 2 недели в клубе и уже в финале. Мне всегда очень ведет с командами, господин ведущий. В сильной команде довольно просто, довольно быстро подняться относительно высоко. То есть вам кажется, что самое главное это то, в какой вы команде? Ну, мне кажется, что в этой игре команда это действительно главное. Да? Скажите, ну а элемент везения какой-то присутствовал в первой игре? Мне кажется, что хорошим командам везет. Это одна из составляющих частей, почему команда хорошая. Хорошо. Давайте посмотрим. Суперблиц. 3 вопроса по 20 секунд размышления на каждый. Играет один знаток. Кто останется за столом? Я останусь, господин ведущий. Чтобы одержать победу в этом раунде, вам, господин Паташов, нужно ответить на 3 вопроса подряд. В этом сезоне компания «Винлайн» учредила приз для знатока, который сумеет выиграть Суперблиц. Если таких знатоков будет несколько, ну что сейчас об этом говорить? Пока никто не выигрывает Суперблиц. Кстати, господин Паташов, этот Суперблиц не выпал на игре Александра Друзья в финале весенней серии. Посмотрим, как вы с ним справитесь. Он же тоже играл в финале. Господин Паташов, внимание, вопрос 1. Просто послушайте, можете не записывать. Потом все будет. За то, что я травы ему под ноги не постелил на выжженной дороге. За то, что я не развязал шнурков его крестьянских пыльных башмаков. Стою себе, а надо мной навис закрученный, как пламя, кипарис, лимонный крон и темно-голубое. Без них не стал бы я самим собой. Ольга Капченко из Тилбурга интересуется, у кого просил прощения Арсений Тарковский за то, что помочь ему не мог. Стихи на экране. Итак, у кого просил прощения Арсений Тарковский за то, что помочь ему не мог? Да. Вы не будете отвечать? Льва Толстого. Льва Толстого. А теперь, внимание, правильный ответ. Господин Паташов. Кипарис, лимонный крон, темно-голубое. И рифму на «не мог». Я специально за то, что он помочь ему не мог. Пускай меня простит Винсент Ван Гог за то, что я помочь ему не мог, за то, что я травы ему под ноги не постелил
на выжженной дороге. Арсений Тарковский просил прощения у Ван Гога. 3-0. 100 тысяч рублей получит Ольга Капченко из Тилбурга. Господин Паташов. Но с одной стороны 3-0 в пользу телезрителей, с другой стороны 13-й сектор и Суперблиц уже отыграны. Хотя в 13-м секторе... 13-й наш же, чушь. 13-й был ваш. Ну, передохните, немножко реклама на Первом канале. Сегодня определится судьба главного приза осенней серии «Что, где, когда». «Хрустальная сова» будет вручена лучшему игроку победившей команды. А если сегодня победят телезрители, автор лучшего вопроса получит еще и карту Альфа-банка на сумму, давайте посмотрим, 500 тысяч рублей. 4-й раунд. Господин Николенко, вы играли в финалах 4 раза и всегда со счетом 6-5. Могу ли я рассчитывать, что с вами счет уж 5-5 будет точно? Вы можете мне это гарантировать? В данный момент, господин ведущий, хотелось бы надеяться. Первые 3 финала вы проиграли и лишь в последнем одержали победу. То есть этот этап вы уже прошли. Подумываете уже о хрустальной сове? Ну что вы, господин ведущий, об этом думать никак нельзя. Нельзя. О чем вы сейчас думаете, Сергей? О том, чтобы взять следующий вопрос, а потом следующий. Давайте попробуем. Уральск. Против вас играют Анис Лейдис и Борис Красниковы. Город Уральск, Казахстан. В 1893 году географ и геолог Владимир Афанасьевич Обручев возглавлял экспедицию по монгольским и китайским пустыням. В начале декабря экспедиция вышла к реке Хуанхэ. И для того, чтобы перебраться на противоположный берег, понадобился песок. Внимание, вопрос. А для чего он понадобился? Лед засыпать лед. Чтобы лошадь не скользила. Там очень холодно. Заплатить сахарным песком или золотым песком за перевозку. Нам зиму дают. Да. Нам дают зиму. Река уже замерзла. А так они нормально ходили, да? По Казахстану, по Китаю, там не скользили лошади. Еще песок можно использовать как какой-то балласт, да, чтобы прижать что-то. Например? Не знаю. Если по льдом понятно, если не лед, то Песок что? набрать, Переплавится как? а Хуанхэ замерзает, не очевидно. Так, Хуанхэ очень широкая, Может, очень широкая, может, очень они мутная там река. переходили, где она не широкая еще, если они шли оттуда, ну как бы... Не очень понятно. Давайте еще подумаем, для чего песок может использоваться, да? Какие-то практические цели. Песок в глаза можно навесить. А Хуанхэ замерзает? Противовес. Не очень понятно. Ну вообще там может быть холодно, да. Да. Что еще это может быть? Отметить какие-то места, Она где очень мутная, там вообще в ней очень много песка. Вот. Желтая река. Итак, кто отвечает? Я буду отвечать, господин ведущий. Прошу вас. Ну, дело было зимой. Судя по всему, Хуанхэ замерзла. Важной частью экспедиции были лошади. Для того, чтобы они не скользили на льду, смогли перейти по льду Хуанхэ, вот насыпали песок, и так они прошли. Маленькое уточнение, господин Паташов. А по пустыням на лошадях путешествуют? Ну, там какой-то был в любом случае вьючный скот, может быть, верблюды. Так или Теперь, иначе. внимание, правильный ответ. В начале декабря река замерзла, можно было перейти ее по льду. Но верблюды, на которых путешествовали по пустыне, ходить по льду не могут. И чтобы ноги у животных не скользили, пришлось сделать тропинку из песка. Господин Верхошинский, вы не против? Господин Ильич, придираться не будем. Поменять лошадь на верблюда. Лошадь на верблюда готовы поменять? Конечно, готовы. Договорились. Ловлю на слове. 3-1.
Лучший знаток этой игры получит от госкорпорации «Росатом» приз «Хрустальный атом», а определит лучшего Андрей Черемисинов. Андрей, если знатоки сегодня победят, обладатель «Хрустального атома», вероятно, станет и обладателем «Хрустальной совы». Все игроки этой команды, кроме Максима Паташова, никогда не были обладателем этого приза. Вы готовы кого-то из них осчастливить сегодня? Господин ведущий, осчастливить — это же поделиться счастьем. А поделиться счастьем можно только тогда, когда ты счастлив сам. Я вот буду счастлив, если сегодня выиграют знатоки, и тогда, если так случится, мы обязательно поделимся счастьем и вместе с господами магистрами кого-нибудь осчастливим. Андрей, вы просто какой-то солнечный человек. Просто солнечный. 5-й раунд. Господин Филиппов, Юрий, а вы до сей поры свой единственный финал в клубе сыграли 4 года назад. Чем он вам запомнился? Я, как и многие за столом, не очень помню, что было 4 года назад, к сожалению. Не запомнился ничем? Не запомнился. Тогда я вам напомню. Вы проиграли 3-6, но стали обладателем «Хрустального атома». Кстати, единственного в вашей истории. Юрий, неужели вы и такого не помните? Такое помню. Я помню, что я даже атом забыл на съемочной площадке, потому что был весьма-весьма расстроен. Вы знаете, Юрий, сейчас, секунду. Ливны. Юрий, вы знаете, я теперь понял, почему Максим Паташов взял вас в команду. Вы, как и он, ничего не помните. Было бы, конечно, логичнее взять человека, который помнит, но... Против вас играет аспирант Андрей Колесников, город Ливны, Орловская область. А поможет задать вопрос 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов в нашей рубрике «Автора». Внимание на экран. С радостью помогу Андрею Колесникову задать этот вопрос. Когда мне было 10 лет, я уже выполнил норму первого разряда по шахматам и был направлен на чемпионат России среди юношей в город Боровичи. Каждый раз на партию я брал этот предмет и был единственным участником чемпионата, который с этим предметом приходил. Подобный предмет сейчас находится у нас за кулисами. Внимание, вопрос. Что это за предмет и для чего он был нужен будущему чемпиону? Подушка, ребята, что-то подкладывать, подушка, он очень близко сидел. Да, уж что-то Книга была бы в черном ящике, наверное, подушка. Он самый маленький, да, что-то такое. Да. Ему 10. Он маленький совсем. Боровичи — это Новгородская область. Ну, есть несколько Боровичей. Юношеский турнир, чем отличается еще? То есть ничего, что бы ему помогло, наручные часы, какой-то талисман. Ребят, какой-то возраст, 10, юношеский турнир, это кто приезжает? Разрешение от родителей. Первый, второй класс. А может, игрушку какую-нибудь? Вот еще совсем маленький. Я была бы отлично, я тоже подкладывать. Хорошо. Подушка лучше. Удобнее, да. Еще можно подкладывать. Вторая доска шахматная, он на ней сидел. Плохо? Там все, наверное, книжку какую-нибудь по шахматам, этюды какие-нибудь. Книжки были у многих наверняка. Хорошо. Так еще можно приподняться, да? Подушку лучше. Итак, кто отвечает? Здесь Михаил Савченков. Прошу вас, Михаил. Возможно, там подушка, которую маленький Анатолий Карпов подкладывал себе на стул, чтобы он доставал до доски, ему было удобнее играть. У нас за кулисами, посмотрите, подушка, которую Анатолий Карпов подкладывал на сиденье. 3-2. 3-2. Вот только было 3-0 и уже 3-2. Быстренько вы догнали. Но важно теперь не расслабляться. 6-й раунд. Госпожа Шутова, так же как и Юрий Филиппов, вы играли в финале лишь однажды. Но что это был за финал? Это единственная игра в истории клуба, которую знатоки проиграли 6-0. Нет, не на решающем раунде, а просто 6-0.
Анастасия, чем вам запомнился этот финал? Было очень обидно. Как минимум должно было быть хотя бы одно очко в нашу пользу, но как-то мы все растерялись. Тогда. Скажите, Анастасия, а вот сегодня, когда шла реклама при счете 0-3, у вас было какое-то ощущение, что дежавю? Нет, вы знаете, я могу вам напомнить, что мы с Сергеем играли тоже при довольно таком неприятном счете как-то раз, и у нас все было по-другому. И та игра в моей памяти гораздо ярче, чем тот. Ну, я телезрителям переведу. Да, Анастасия имела в виду, что Сергей Николенко и Анастасия Шутова играли в той самой игре, где со счета 0-5 знатоки выиграли 6-5. Была такая история. А сейчас Зеленоград, и против вас играют супруги Ольга и Алексей Кочины из Зеленограда. Господин Мосягин, да, господин ведущий. По давней японской традиции на первых порах им доверяют только ноги. Затем левую руку, господин Филиппов, и лишь самым опытным правую руку и голову. Внимание, вопрос. Кто эти люди и о чем речь? Досрочный ответ, господин ведущий. Отвечает? Сергей Николенко. Прошу вас, Сергей. Я думаю, это кукловоды. А теперь, внимание, правильный ответ. Один отвечает за ноги, второй за левую руку, а самый опытный за правую руку и голову. Внимание на экран. В традиционном японском кукольном театре Бунраку строгая служебная иерархия. Речь шла, господин Николенко, вы абсолютно правы, о кукловодах, которые управляют куклой втроем. 3-3. Хватит уже. Господин Мухин, добрый вечер. Вы у нас бывалый, 17 раз играли в финалах. Скажите, что-то особенное есть в этих финальных играх? Безусловно, господин ведущий. Во-первых, это радость от того, что ты сумел превзойти, даже где-то через голову прыгнуть и выйти в этот финал. Это всегда такое ощущение есть. Ну и во-вторых, безусловная ответственность перед клубом, потому что правильно говорил и господин Черемисинов, и вы упоминали о том, что все-таки эта игра за клуб. И поэтому тут, конечно, себя хочется проявить наилучшим образом, что ребятам, слава богу, пока вроде бы удается, дай бог. Господин Друзь, Александр, скажите, а сколько раз вы играли в различных финалах? Если мне память не изменяет, господин ведущий, 24. Господин Друзь, ну, я готов согласиться, хотя я насчитал 28. Ну, может быть, мы с вами по-разному считали. Скажите, ну а у вас какие-то эмоции вызывает словосочетание «финальная игра»? Вот что это такое? Ну как, ответственная игра. А остальные бывает... безответственные? Нет, ну самая ответственная из всех ответственных. Бывает, что там на кону стоит что-то, в моей памяти просто было очень важное, стоящее. Бывает просто лишний раз проверить себя. По-разному бывает. Господин Синев, вот так получилось, что в этом сезоне в финалы серии пробиваются команды, в которых капитаны не совсем капитаны, а капитаны по случаю. Совсем не капитаны, господин. Да. Друзь вот всего 7 игр сыграл капитаном. Господин Паташов тоже 7, сегодня играет 8-ю. Как вы объясните этот феномен этого сезона? Нет, более того, я скажу, что в этом году капитаном играют сильнейшие игроки с клуба, и совсем не случайные. Мне кажется, вот решение Макса, например, да, это такое, ну, попытка, так сказать, дальнейшего роста, я так бы сказал. Я просто вот с большим удовольствием наблюдаю Паташова капитана и предвкушаю, что будет дальше сегодня. Вы знаете, господин Сидик, может быть, вы не в курсе, но даже Дарина Сибуль до того, как стала играть, она никогда не играла капитаном. И когда играла в своей первой серии, стала капитаном и вышла в финал. Так что во всех финалах играли те, кто до этого, ну, или не был капитаном, или был крайне редко. 7-й раунд. Господин Паташов, я забыл подчеркнуть, что у вас есть теперь дополнительная минута на размышления. Но вас, Максим, я думаю, тема там хрустальных атомов, хрустальных сов сейчас мало волнует. Вообще не волнует. Да. А у вас этих титулов, слава богу. Максим, а что вас волнует? Хочется, чтобы команда продемонстрировала свою реальную силу в этой игре.
Но ей это по силам, на ваш взгляд? Хочется верить. Ну, давайте посмотрим, что у нас там дальше. Был 0-3, стало Аксай. Против вас играет корректор Анна Шагойко. Город Аксай, Ростовская область. Внимание, Федор Васильев. Уважаемые знатоки, перед вами две картины русского живописца середины XIX века Федора Васильева. В названиях этих картин есть то, чего нет. Внимание, вопрос. О чем речь? После дождя как-нибудь, дождя нет, а названия вот лужи остались. Перед дождем? Без ветра. Хорошо, раскисла дорога, да, отлично. Ребята, там сухо, да? Ну да, здесь ветер как будто бы есть. Ой, прошу прощения. На экране есть, ребята. А здесь тучи, ребята, да? Вот, да. Слева темное, да, справа уже просветлело. А чего еще может быть? Там мороз, не мороз, к чему-то готовимся? Ребята, вот слева птиц много, да, справа там Время года, скажите мне, пожалуйста, это лето? Осень, наверное, темные листья, слева темные листья. А это не может быть вообще ураган? Смотри, ребят. А это не поваленные деревья? Перед бурей, после бури? Не про погоду, что-то еще. Нет, вроде бы ничего не повалено справа. Хорошо, что у нас? Вот люди есть на одной картине. Что у нас в пейзаже? Сама деревня отсутствует. Буря, если... А, буря с поваленными деревьями? Буря, да, деревья повалены, это Хорошо, смешнее, чем давайте дождь. буря, наверное, да. Но деревья лежат, да, их либо срубили, либо вот оно легло. Ну вот. Прошу. Попробует ответить Александр Мосягин. Прошу, Александр. Господин ведущий, нам кажется, что вот слева такая непогода, а справа мы видим поваленные деревья, и, наверное, картины называются «Перед бурей» и «После бури», а самой бури на картинах нет. А теперь, внимание, правильный ответ. На одной картине поднимается ветер, на второй начинает проглядывать солнце. В названиях этих картин Федора Васильева нет слова, которое на первой же секунде сказала Анастасия Шутова. Дождь. Одна называется «Перед дождем», а вторая «После дождя». На картинах дождя нет. 4-3. 100 тысяч рублей от Альфа-банка получит Анна Шагойко, город Аксай. Все хорошо. 8-й раунд. Госпожа Шутова, почему вы не настояли на своем ответе? Оказалось, я проговорила его достаточно четко, поэтому... То есть вы считаете, что Александр собирался сказать дождь, а ответил буря? Нет, Александр, по-моему, как раз собирался Александр, к сказать сожалению, бурю. увидел поваленные деревья на этой картине. Это нам помешало. Ну, надо аккуратнее. Александр. Вы приобретаете опыт. Вот он, Салихард. Против вас играет Леора Матева, город Салихард. Внимание, черный ящик. В черном ящике сейчас находится то, о чем граф Владимир Александрович Сологуб сказал так. Не говоря уже о неоспоримой их пользе, как не быть тронутым их скромностью? Как не пожалеть об их горькой участи? Люди, которые исключительно им обязаны тем, что находятся на приличной ноге в большом свете, прячут их со стыдом и неблагодарностью в обществе лакеев. Внимание, вопрос.
Что в черном ящике? Шпоры не могут быть Может быть какие-нибудь? подтяжки каким-то образом, что-то... В обществе лакеев, то есть ты что-то оставляешь это перед тем, как выйти в общество, да? Да, шпоры не могут быть. пришел куда-то. Кавалерист разбил карьеру. Калоши? Калоши хорошо, смотри. Пришел. Смотри, ты идешь, чтобы у тебя чистая обувь осталась, а ты оставил их в передней. И оставляешь, да, А себе в если в синяк. приличном обществе... На личной ноге. Ага. На личной ноге, да, что-то Хорошо. на ногах. Если вопрос о карьере не может быть, ты добился... Ну, лакей это не карьера, это уже совсем Нет, плохо. я про шпоры, потому что ты в кавалерии, допустим, карьеру развил, попал в общество, да, и оставил эти шпоры где-то. Нет, ну в приличном обществе Нет, ну нет, так шпоры нет. не входишь. Хорошо. Как еще ты можешь войти в Зонтик оставляешь. Шпагу оставляешь. Шляпы какие-нибудь, головные уборы, погоны не может быть? Нет, ты приходишь в погонах, ты не снимаешь. Хорошо. Ладно, на приличной ноге говорите. Так, и кто сейчас будет отвечать? Михаил Савченков будет отвечать. Михаил, прошу вас. Может быть, там калоши, потому что когда ты идешь, например, на бал по грязи, обувь может испачкаться, а в калошах нет. Но когда ты приходишь, ты оставляешь их в передней вместе с лакеями. Откройте черный ящик. Со стыдом и неблагодарностью в обществе лакеев хранят галоши. Михаил Савченков, 4-4. 4-4. Михаил, я вас поздравляю, вы сравняли счет. Передохните, немножко рекламы на Первом канале. Господин Казан. Да, господин Итак, ведущий. счет 4-4. Полное равенство. Поэтому прошу ваш прогноз. Кто сегодня станет обладателем хрустальной совы? Ого. Вы знаете, даже если бы у меня был фрибет, я бы, наверное, не стал его использовать, потому что слишком рискованно. Эта игра, она как тот старый советский фильм, полна неожиданностей. И Михаил на прошлой игре сказал, что у него была мечта оказаться за столом, и мечта сбылась, и теперь можно играть расслабленно и претендовать на победу. Но вот, кстати, о мечте. Мечты сбываются и у игроков компании Winline. Так, на прошлой неделе один джентльмен накопил уникальные баллы в программе, в рамках программы «Любимый клуб» и потратил их на подарок впечатления. И теперь его мечта сбылась, он проведет предсезонные сборы вместе с своей любимой командой. Абсолютно уникальная история. Поэтому играйте с Winline и осуществляйте свои мечты. Благодарю вас. 9-й раунд. Ну, раз заговорили о мечтах, мне кажется, что у каждого телезрителя мечта принять участие в финале года. Уважаемые телезрители, у вас еще есть время успеть прислать хороший вопрос и поучаствовать в главной игре этого сезона. Присылайте свои вопросы по электронной почте, по почте, либо заполнив форму на сайте tvigra.ru. Господин ведущий, да, господин Карнацкий. Я бы добавил к вашим словам то, что особенно сейчас рекомендую телезрителям слать вопросы и попытаться успеть на финальную игру. Там будут крупные денежные призы. Витебск. Против вас играет преподаватель Алексей Кудрявцев из Витебска. Белый взлет от зеленого к голубому. Внимание, вопрос. О чем это сказал писатель Виктор Кротов? Самолет не может быть? Ракета взлетает. Ну, самолет, ракета, что-нибудь. От леса к морю, от леса к морю. Почему именно белый? Белый Потому что там взлет. большой Ну, инверсионный самолет цвет. взлет не Да, очень вот она в клубах белого дыма. Кротов юморист вообще-то. Смотрите, зеленый огонек, какой-нибудь голубой огонек, что-нибудь какая-нибудь Кисть какая-нибудь, картина какая-то Почему такая. белый взлет? Что у нас? Белый это свет какой-то? Нет. Если это радуга. Слушай, а пена не лучше ли, да? Что пена у тебя срывается. Синяя внизу, по идее. Просто прибой. Визуально, как это может выглядеть? Что вообще такое белый взлет? Бутылка шампанского. Нет, получается... От зеленого стекла в небо, да? Белая пена. Белая пробка. Нет. Ну, Белая пена, белая пена, зеленая. Бутылку можно назвать зеленой? Да, конечно. Она бывает разная. Минут Она на 6. Почему не... Традиционно зеленая все-таки. Да. Почему не ракета? Итак,
Фу. Давайте рискнем сказать, что это открытие бутылки шампанского. Белый взлет от зеленого к голубому. Зеленая бутылка, и в небо взлетает пробка. А белый? Пробка, пена шампанского. А теперь, внимание, правильный ответ. Белый взлет от зеленого к голубому. Так Виктор Кротов сказал о березе. О березе. От травы белый взлет до голубого неба. 5-4 в пользу телезрителей. 100 тысяч рублей получит от Альфа-банка Алексей Кудрявцев из Витебска. Ну что, 10-й раунд. Господин Баташов, я вам напоминаю, что у вас есть и дополнительная минута, и, если понадобится, еще и минута в кредит. Так что обороняться вам есть чем, и помощь клуба еще на ближайшем вопросе тоже можно взять. Так что пока у вас какая-то страховка существует. Но если только Волчок не будет столь избирательным и не возьмет блиц, то есть помощь хорошо, и минуты можно брать, но только на один вопрос. Нет. Нет, находка. Нет, в смысле не блиц. Против вас играет инженер Лена Ленченкова, город Находка, Приморский край. Наблюдаю это выражение на лицах людей по всему миру. Все они одновременно спокойны и напряжены. Они на время утратили связь с внешним миром. Выглядят так, будто медитируют, но при этом их сознание активно и захвачено мыслительным процессом. Они поймали редкое состояние мирного сосуществования, порядка и хаоса. Причина этих метаморфоз, которые происходят с людьми уже почти 50 лет, сейчас находится у нас за кулисами. Внимание, вопрос. Что там? И кто автор? Кубик Рубика, да, вот ты задумался над этим. А что по времени это вообще как? 70 примерно так и есть, да. Не похоже ли это на самолет какой-нибудь? А пятнашка какая-нибудь, еще какая-то игра. Раньше, строго раньше. По всему миру, то есть это что-то интернациональное. Да. Они могут футбол какой-нибудь смотреть, пенальти пробивать. Вот чемпионат мира смотрят. Ну, это гораздо раньше. Они о чем-то думают. Да. Оригами какой-нибудь складывают. Вот какая-то игра настольная. Судоку раньше. Ну, как будто бы один человек должен играть чуть где-то, да? Кто наблюдает вообще? Как можно наблюдать? Мне кажется, в наше время уже очень редко можно видеть. Ну, 50 лет нет, ну, есть люди, да. Как еще игра головоломка? Что-то... По всему ли миру Нет, не Судок здорово. кроссвордов каких-то берешь, ну как бы, ну в чем разница глобально? Ну, судок Ну, а в существует чем примерно смысл сколько вот так угодно, вот? наверное, Да. да? Это же традиционно. Нет. Итак, Господин ведущий, пока у нас есть такая возможность, мы бы хотели послушать, чем нам может помочь клуб. уважаемые знатоки и гости нашего клуба, у вас 20 секунд, чтобы помочь команде. На костер похоже, на костер. А, что ты когда? Всему миру, ладно. Максим, костер похоже, на костер любой. Нет, 50 лет. 50 лет игры хаоса и Хаос и порядок. Давай. Итак, прошу. Ну, давайте мы скажем, что эти люди пытаются собрать кубик Рубика, и, видимо, он у вас за кулисами. Господин Баташов, скажите, пожалуйста, а что бы вы ответили без помощи То клуба? же самое, естественно. Но у нас другой возможности не будет. уже. Взяли на всякий случай. Конечно. Теперь, внимание, правильный ответ. Ну и кто автор? Там был вопрос еще. Эрни Рубик. Да.
Эти люди поймали редкое состояние мирного сосуществования, порядка и хаоса. У нас за кулисами кубик Рубика. Эрне Рубик так сказал о процессе сборки кубика. 5-5. Одиннадцатый раунд. Так, счет 5-5. 5-5. Я так люблю этот счет, господин Николенко. А уж я как люблю, господин ведущий. Низкий вам поклон. Теперь я Обращайтесь. лишний раз убедился, что если вы в финале, то мой любимый счет гарантирован. Как у вас, Сергей, это получается? Всегда правый, господин ведущий, как говорит старая шутка. Ну, это удивительно. Мы с вами про это поговорили при счете 0-3. Вы об этом мечтали, и вот мечта сбылась. А у вас уже мечты закончились, Сергей? Ой, господин ведущий, мечты будут потом. Давайте возьмем вопросик. Нет, все-таки по стрелке Королев. Против вас играет менеджер Виктория Рязанова, город Королев, Московская область. В Швейцарии можно встретить вот такие конструкции. Посмотрите на экран. Они устанавливаются в любое время года и могут простоять несколько месяцев. Внимание, вопрос. Что это за конструкции и с какой целью их устанавливают? Непогода, правильно? Птицы. Нет, в любое время года они же прилетают в какое-то понятное время. то есть Там сверху раздвоение какое-то, Они да. красные сверху, чтобы птицы не сбивались, может, Вы перелетные, когда чтобы летят. не садились. Ну, они постоянно стояли, или во время Когда? перелета. В любое время. А в Если нет Швейцарии, птицы- Швейцария это горы, Да, что-то горы, такое. горнолыжные курорты всякие бывают. Перепады высот какие-то. Антенны какие-нибудь, ловить сигнал, там какие-нибудь спортивные соревнования смотреть. А если вот силу ветра смотреть, или действительно... Чтобы они стояли, какие-то флагшток какой-нибудь. Или Не сейсмо может быть, что-нибудь не может быть, когда идет Ну, вот соревнование, они где Швейцария раздваиваются выступает, там сверху. просто флаги ставят. А, флагшток. Несколько месяцев. Как флагшток? Да, Очень часто может, стоят. наоборот, чтобы птицы не прилетали, чтобы им было не пролететь. Может, чтобы парашютистам сверху было видно, куда прыгать. Зачем несколько месяцев? Непонятно, садились, непонятно. То Желание есть что вообще, что в Швейцарии происходит несколько месяцев? Праздник Какой-нибудь сезон. Итак, вы отвечаете? Господин ведущий, если можно, то дайте нам, пожалуйста, дополнительную минуту и повторите вопрос. С удовольствием. В Швейцарии можно встретить вот такие конструкции. Давайте еще раз все покажем. Просто последние характерные самые. Вот одна, вот вторая, вот третья. Они устанавливаются в любое время года, не обращайте внимания, что везде лето. В этом смысле. И могут простоять несколько месяцев в таком виде. Что это за конструкции и с какой целью их устанавливают? Может быть, может быть, какие-то афиши, типа к нам приехал цирк. Там ничего не натягивают. Их слишком много в Они одном могут месте, простоять, понимаешь? а значит могут и не простоять. Ты там ничего не Ребята, а не может быть как-нибудь антенны ловить Может быть, радиосигналы? чтобы звезды Такая, будут наблюдать, чтобы ты видел, как звезда сдвигается относительно нее. Дополнительные антенны. Доп. антенны странно, да? Швейцария, Хорошо, горы, со звездами- горы, там, горные лыжи. Зачем их так много рядом? В чем функционал ставить несколько? Вместе они что-то... Может, веревки какие-то натягивают между ними? Нет, скажем, конструкции, Миш. Они метров 30 в высоту, 25-30, очень высокие. да? Может, они как-то обозначают место, 15-20. что на этом месте что-то происходит? Там, может, под Карантин землей что-то какой-то. происходит. Строят метро. А, может, воду какую-то ищут. Чтобы ты это издалека видел. Ну, это не место Просела, не Европы. просела, не просела. Смотри, Швейцария это гордое место. Да? Там может как-то Опасность Передвижной ловить. пункт чего-то, и люди туда высоты идут, смотреть. видят. А, чтобы люди туда приходили, да, чтобы они издалека видели, но почему их так много? Да, было. А, или там свободное место, Может, вакцинирование? свободное место, можно туда приехать. Итак, все. 2 минуты закончились. Отвечает. Мы можем попросить минуту в кредит? Нет. Не можем. Минуту в кредит только когда проигрываете, можно брать. Попробует ответить Анастасия Шутова. Прошу вас, Анастасия. Господин ведущий, а могу ли я попросить вас повторить картинки и вопросы, пожалуйста? Ну, посмотрите на картинки.
А рядом в Швейцарии можно встретить вот такие конструкции. Они устанавливаются в любое время года и могут простоять так несколько месяцев. Что за конструкции, с какой целью их устанавливают? Ну, предположим, что вот мы видим, что у этих конструкций верхушки раздвоенные, и они, причем еще окрашены в какой-то там другой цвет, возможно, чтобы можно было четко видеть эту верхушку, в принципе, чтобы она была наблюдаема, ярко отличима. Вот. И, может быть, такие конструкции видны издалека, и их можно увидеть, например, если я должна сориентироваться где-то в городе на местности и увидеть вот все эти конструкции издалека. С какой целью? С какой целью? Допустим, там проводится... С какой целью? Ну, вакцинация, я не знаю. А теперь, внимание, правильный ответ. Господин Калачан, вы так переживали вообще за Анастасию, или вы считаете, что она неправильно ответила? Вообще, я с подобными приспособлениями не настолько хорош, чтобы... Господин Друсь, вы знаете, да? Только скажите, знаете или нет? Я чуть такой вопрос не прислал. Кому? Кому? Например, нам. Он знаток Швейцарии. Эти воздушные конструкции, господин Поташов, контуры будущих зданий. Покажите мне Поташова. Городские власти устанавливают такие конструкции, чтобы заранее убедиться, что будущее здание не будет мешать местным жителям. Кстати, жители могут проголосовать за или против строительства. Это конструкции, контуры зданий. Ну, сложный вопрос вам выпал в решающий момент. Даже блиц, мне кажется, вам было бы легче. Но команда молодая. Господин Левин, хватит мне помогать. Я справляюсь без вас. 6-5 в пользу телезрителей. Счет 6-5 в пользу телезрителей. Команда Максима Поташова терпит поражение в финале осенней серии. Вот имена телезрителей-победителей. По 100 тысяч рублей от Альфа-банка получат Денис Овчинников из Саратова, вопрос о теплоходе. Вадим Аксарин из Верещагина, вопрос в 13-м секторе. Ольга Капченко из Тилбурга, вопрос о Ван Гоге. Анна Шагойко из города Аксай, вопрос о дожде. Алексей Кудрявцев из Витебска, вопрос о березе. Виктория Рязанова из Королева, вопрос о конструкции в Швейцарии. Господин Черемисинов, кто в команде знатоков был сегодня лучшим? Михаил Савченков. Михаил Савченков. Я вас поздравляю, «Хрустальный атом» ваш. А сейчас внимание. Сейчас будет определен лучший игрок осенней серии. Сначала Владимир Верхошинский назовет нам лучший вопрос этой игры. Прошу вас, Владимир. Господин ведущий, не только потому, что это красивый вопрос, но и драма такая развернулась. Виктория Рязанова, Королев, вопрос о швейцарских конструкциях. Вопрос о швейцарских конструкциях. Еще 200 тысяч рублей от Альфа-банка получает. И еще 200 тысяч рублей от Альфа-банка. Да. Напоминаю наш регламент. Если члены Академии телезрителей поддержат кандидатуру, предложенную господином Верхошинским, решение будет принято. И сейчас мы свяжемся с нашими академиками. Добрый вечер. Добрый вечер. Обладатель бриллиантовой совы Татьяна Медведева и обладатель хрустальной совы магистр новоявленный Наталья Алексеева из Борисоглебска. Итак, Татьяна, вы как более опытный, вам уже можно доверить и правую руку, и голову. Какой вопрос, на ваш взгляд, был сегодня лучшим? Господин ведущий, мне понравился вопрос про Ван Гога. Про Ван Гога из Суперблиц. Госпожа Алексеева, а вам какой вопрос больше всего понравился?
Ну, мне понравилось несколько вопросов, даже те, которые знатоки выиграли. Нет, ну давайте те, которые проиграли, все-таки с ними. Мне, наверное, понравился первый вопрос про теплоход. Про другое место, про теплоход. Да. Интересно, что персонал придумал такое название для этой комнаты. Итак, 3 разных мнения. Господин Паташов, а вам какой вопрос больше понравился? Мне больше всего понравился вопрос про другое место. Про другое место, самый первый. Всегда очень обидно, когда хороший вопрос совпадает первым, да, команда еще не вошла в игру, и всегда с ним тяжело. Итак, но решать придется мне. Внимание! Лучшим игроком осенней серии «Что, где, когда» 2022 года признан Денис Овчинников из Саратова с вопросом о теплоходе. Награда ждет вас. Денис Овчинников награждается хрустальной совой и карты Альфа-банка на сумму 500 тысяч рублей. Денис, я вас поздравляю. Уважаемые знатоки, ну вот, пожалуй, и все. Осенние игры в клубе «Что, где, когда» закончены. Большое всем спасибо.